А я решила доесть плавешник. Вот. Алексей будет со сметанкой. Дети тут уже открыли, начали. Вот это у нас сюзьме йогурт, который мы используем вместо сметаны. Смотрите, какой он густой. Видите? Видно вам? Вот. Алексей будет блины со сметаной. Леш, там еще твой ски-кошар возьми в холодильнике. И хлеб возьми. Угу. Все, нам приятного аппетита. Перчик достала. Блины не брать? Бери. Я тебе сказала со сметаной. Что ты придираешься к словам? Я не поняла. Ты сказала... Блины на столе. На столе? Еще есть вопросы? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Все сказали, что я злая, так ты меня специально на камеру доводишь. Я тебя? Да. Нет. Мягкая, пушистая. Нет, я злая и колючая. Нет. Эти перчики, которые нашего друга мама делала. В 84 года еще перчики маринует. Какая молодец. Дай бог здоровья. Дай бог каждому из нас в 84 года иметь здоровье, чтобы еще мариновать перчики, да? Да. Вот, очень-очень большая молодец. Спасибо огромное. Мы с удовольствием прям едим. Еще там у нас баночка. 600. Вот такая баночка есть. А это какой-то салат. Сейчас надо доесть и банку в посудомойку закинуть. Генеральский. Все, нам приятного аппетита. Все, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Сегодня собиралась шурпу готовить. Хотела детей на обед шурпой кормить. А Миша говорит, нет, ты обещала шаурму. Буду. Вытащила овощи, буду. В 2 часа у них обед. Шаурму готовить. Вот, и хотела вам показать, девчонки, снимали с вами рецепт как-то на соленую рыбку. Здесь в составе у меня большое количество соли, цедра апельсина, укроп. Вот. Я после того, как этот маринад остался с предыдущей рыбки, вот здесь в чашке, я его не выкинула, поскольку здесь очень-очень концентрированно соленая смесь вот эта вся. Вот, поэтому она очень замечательно у меня хранилась все это время в холодильнике. И теперь, блин, а косточку, наверное, надо вырезать, да, Леш? Сейчас косточку вырежу. Теперь я этой же смесью сохранила вот в баночке ее. Этой же смесью сейчас буду солить оставшийся кусочек рыбки. И будем с вами роллы суши крутить. Вот такие у меня части плавниково-реберные остались. И смотрите, какая аппетитная филешечка. Прям сейчас бы укусили бы, да? Вот. У меня еще есть в морозилке части от рыбы. Я все смешаю и как-нибудь на днях уху еще сварю. Вот, с зеленушечкой вкусненькую. А здесь, значит, смотрите. Снизу подушечку из этой вот смеси маринада я постелила. И сверху вот так тоже рыбку накрываем. И на 12 часов сейчас пищевой пленкой закрою. Сейчас хорошенько ее, одной рукой неудобно, хорошенько ее сейчас укутаю вот в этой соленой смеси маринада. На 12 часов в холодильник. Все. Через 12 часов, все, сейчас у нас час дня, в час ночи. Можно будет пробовать, Леш. Я ставлю будильник. Ага, Леш ставит будильник. Вот, так что всем вкусных, приятных бутербродиков, вечеров с бутербродиками, с красной рыбкой. Вот. А я сейчас доделаю, пищевой пленкой замотаю и в холодильник уберу. Ну что, друзья, я уже себе накачала воды из бутылки и поставила мясцо. Ну как мясцо? У меня здесь вот такие хребты, мы как-то покупали кузуперзолу, я готовила казан-кабоб. Кузуперзола там, где мяса много, в казан-кабоб я отправила, а вот эти хребты специально оставляла в заморозке для того, чтобы сварить шурпу. Вот это время настало. Вот такое вот аппетитное мяско у нас сегодня будет, из него шурпа. Это у нас баранина, соответственно. Вот. Так что, ох, я сегодня прям как пчелка как называется, рыбу засолила, суп поставила вариться, дома уже прибралась. Вот, видите, как чистенько. Ляпота, красота. Алексей сидит теперь, документы заполняет, детей зачисляет.
Миша уже русский закончил, у него перерыв. Я сказала, не разрешаю мультики. А это и не мультики, это ЕЗО. ИЗО ты включил уже? Ну, смотри сам, делай. Хорошо. Вот, что вам еще рассказать? Ну, в принципе, все. Сейчас шурпы, пенку сниму и буду овощи подготавливать. Из овощей положу картошку, морковку, болгарские помидоры, лук. А в конце брошу зелень, когда уже выключу газ, лаврушку, соль. Вот такой состав шурпы. Все предельно просто, вкусно, доступно. Такие у нас дела. Детям обещала этот... Буррито это или что это? Шаурма. Нет, это шаурма. Какая буррито? Шаурма, вот. Мурита. Кетчупа набрызгала, зеленушечку вот так кладу. И сейчас овощами и колбаской за это самого и все. Заставлю и заверну. Вот. Такая вот вкусняшка сегодня детей ждет. Все, больше не сделаю тебе такую вкусняшку. Это последняя твоя вкусняшка в жизни. Нет. Тогда сделай так, зрителям покажи. Ну сделай, как ты прикольно сейчас сделал. В общем, вот такие вот лаваши получились у детей. С зеленушкой, с овощами. Приятного аппетита. Я даже не сомневалась, что у Миши так получится. А ты кружа хоть не делаешь еще? Потом будешь делать? Рукава убери свои. Собрали обратно Михаилу. Ну как? Приятного аппетита, дети. Вот еще вкусная. Давай еще. Нет. Ну как? Прямо они вчера так обзавидовались, мы вчера с Алексеем такое кушали. Покажи там сколько овощей. И лучок там, помидорка, болгарский. Такая вкусняшка. Приятного аппетита. Мамма мия, мамма мия. Вот так он прикольно сделал, я его просила. Миша, сильно так вертикально не держи. А то колбаска сейчас вывалится снизу. Это на итальянском. И он сказал, что он так делать не будет, а я ему сказала, я тебе больше такие вкусняшки делать не буду. И он вот для вас специально выпросила. Понравилось? Кому понравилось, ставьте лайк. Миша, еще раз сделаешь? Мамма мия, мамма мия. Кому понравилось, ждем от вас лайки и комментарии. Так, что? Я расковырял свои чеки. Короче, все чеки, которые я тратил на бензин, пока ехал. Вот эти два чека, это я заправлялся еще дома на 648-672 рубля. Это все еще прям дома я заправился. Это, ну, чтобы потом хватило бензина, я выехал, ехал до Брянска. Вот потом третий раз я в Брянске заправился. Ставь на паузу. Что мама тут делает? Морковку на шурпу. Морковку я мелко режу, а картошку я крупно нарежу и закину все вместе. Вот таким рифленым ножом. Вот так красиво получается. Ну, он тупой. Ну, им, да, сложнее резать, чем обычным ножом. Обычный нож он заточенный, а этот от того, что рифленый, он такой. Надо вот продавливать овощи. Да. Вот такие у нас дела. Короче, давно обещанное, все сразу не сделал, а сейчас нашел все чеки, что я потратил на бензин. Это из дома отсюда до Турции. То есть вот это два чека, это я дома еще заправился на 670 и 648 рублей. Почему два раза я заправлялся? Видимо, у меня просто... Первый раз мне, по-моему, 700 рублей всего с собой было, поэтому я так заправился, чтобы было, а это уже до полного доливал. Это я в Брянске заправился. Эти вот две заправки самых дорогих, это я в Украине заправлялся. Это Киевская область, это Одесская. Это уже я понимал, что цена здесь выше, чем в Турции, и сильно не стал заправлять много. Вот 25 литров налил, чтобы было. Это уже пошли турецкие чеки. Вот они на 1500. Я специально уже пересчитал по цене, почем лира была в тот день, я посмотрел ту дату, 2 февраля все это было. Следующая заправка, 2 декабря, это
первая заправка в Турции, вторая заправка и третью я до полного долил, но фактически я уже был на месте. Это я уже наливал. Я уехал с полным баком и приехал уже с полным баком. Вот это можно было не заправляться, я вот это доехал. Здесь вот этот бензин, какой здесь есть, у меня, я сейчас посчитал, 215 литров бензина у меня заправлено было. И эти 2 чека еще у меня остались на оплата платной дороги. Я ехал из Карасу до Мерсина, там большие куски платных дорог. Вот я одна 14,50 оплата, другая 115,50 оплата была. И плюс еще у меня 80 лир осталось неоплаченных. Я купил наклейку, не купил, а получил наклейку. И эту наклейку, в общем, всего на 210 лир получилось у меня платной дороги, на 1142 рубля 40 копеек. Я так посчитал, вот бензин у меня на 13 979 рублей у меня вышло бензина на всю дорогу. Ну и плюс еще вот 1100 у меня ушло на платные дороги. 15 тысяч рублей. Вот такая вот из Подмосковья я доехал до дома, до Мерсина. Ну, плюс этот корабль тоже, скажи. Плюс корабль, порядка, сколько у нас получился корабль, ты не помнишь? 30 с чем-то тысяч рублей корабль, 39 что-то такое. Плюс около 700 рублей была платная медицинская страховка в Украине от ковида. Что еще было? Еще я в Брянске за 800 рублей буквально ночевал. И за сколько? Почем в Черноморске я ночевал, не помнишь? Нет. Вот, еще в Черноморске была ночевка. Там я ночевал, по-моему, 2 ночи. Вот все вместе получилось 15, плюс там 40, 55 тысяч рублей. И плюс ночевка в Черноморске. Ну, столько дорога обошлась. Я чеки, сейчас думаю, что за чеки у меня лежат. Я посмотрел внимательно, это как раз все бензиновые, я их аккуратно сложил кучками. И сейчас вот пересчитал. Самый дорогой бензин в Украине, но я заправлялся на Шелле. Говорят, что в Украине можно заправляться не на Шелле, и будет тогда бензин дешевле. Получается, что в Украине бензин дороже, чем в Турции. Ну да ладно. Ладно, все, занимаемся делами. Да, еще нашел чек на 100 лир. Это я покупал в PTT. На трассе платной еще 100 лир. Не учел я. 100 лир, ну еще на 500 рублей, чуть больше. Это платные дороги. Так, вот теперь вроде бы все посчитал. А мы с Алексеем сели обедать. Дети у нас уже пообедали, а мы чуть припозднились 20 минут 6-го, но сели обедать. Шурпа вот такая вот вкусненькая, наваристая, густенькая. У Алексея то же самое. Ой, что это ты? И гречка. Шурпу с гречкой едим. Лук хороший. Лук очень хороший. И куча банок. Сейчас будем смотреть, что у нас тут осталось. Надо все доедать. Вот. Нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Миша, почему стол такой грязный? Быстро протри. Миша тут Изо рисовал. Чуть позже сейчас покушаю, вам покажу его рисунки, какие красивые получились. Чуть не забыла вам показать рисунки, которые обещала. Вот, смотрите, вот этот слоненок в цирке. Сам Миша рисовал. Вот такая красота. Потом у него было задание нарисовать любимую игрушку. Вот он нарисовал своего робота. Как его зовут, не знаю. В общем, вот такой. И маскарадную маску надо было нарисовать. Вот он такую маску нарисовал. Вот. На самом деле, я забыла вам снять сразу, как только покушала. Вот. И снимаю чуть позже. Алексей успел все эти рисунки отправить учительнице. И Миша уже получил за них отметку 5. Его похвалили, сказали, что очень хорошие работы. И поставили 5. Вот такие вот у нас талантливые дети. Красота. Кому понравилось, не забывайте Мишутке нашему поставить лайк. И напишите, пожалуйста, нам в комментариях, кому какой рисунок больше понравился. Игрушка, маскарадная маска, слоник. Итак, друзья, кто-то из зрителей, простите, я просто много слишком комментариев читаю за день и не запоминаю, кто конкретно, просил меня показать, каким порошком мы пользуемся. Вот, смотрите, это жидкий порошок персил
для... я не знаю, что здесь написано по-турецки. Ну, короче, одна бутылка у нас для этого... универсальная вот написано. А какая-то, по-моему, для белого белья. Хижиен. Еще пойми, что тут написано. В общем, не знаю. Вот такие вот 2 бутылки мы покупали. Достаточно надолго хватает, но здесь, в принципе, и объем достаточно большой. Сейчас покажу вам. 200, видите? 2 литра 100 миллилитров мы покупали... Сейчас скажу, когда. Мы покупали... Слушайте, летом, наверное. В конце лета мы покупали. Может, в августе. Я точно помню, что у нашего друга Ирая был брат-кузен в гостях. А когда это было, я не помню. Может, в сентябре. Вот. И почему я запомнила? Потому что мы с Сардинь сделали заказ именно в тот день, когда у них были в гостях вот, брат Ирая. Соответственно, с тех пор в бутылке здесь еще достаточно много, что в одной, что во второй. Я не знаю, по какому принципу Алексей заливает одну или вторую. Он, может быть, что-то соображает больше меня в турецком. Вот, ну, пользуемся, нам нравится. И когда мы постираем, почему, собственно... если стираем белое белье, то обязательно заливаем еще вот такой ваниш. Кондиционер обязательно тоже. Вот, почему зрительница спрашивала, потому что я рассказывала, что когда мы делаем стирку, все вывешиваем, и здесь такой запах прям вот этих вот всех порошково-кондиционерных ароматов, очень-очень такой концентрированный, ядрёный здесь запах, и, соответственно, потом, когда одежду одеваешь, она тоже пахнет свежо. Вот, нам нравится. Нам нравится, поэтому мы используем. Как я уже говорила до этого в видео, хотя что-то у меня здесь черное образовывается, смотрите, видишь, все равно стараешься открывать, здесь все сухо, в принципе, и все равно, видите, пятна образовываются. Лоток тоже открываем. Вот, такие дела. Стирку мы давно не делали, сегодня у нас холодно на улице, сыро, дождливо, с завтрашнего дня и 3 дня подряд будет 15 градусов солнечно, вот тогда что-нибудь мы настираем очередной раз. Вот. В общем, я обещала чуть раньше выставить это видео, где показываю порошки, но немножко опоздала, вы уж простите, я забыла в тот день, когда обещала. Вот, пойдемте назад домой, потому что на балконе холодно. Олежка, выключай свет, пожалуйста. Спасибо. Мишутка у нас уже спать укладывается, а Олег еще немножко сидит за уроками. Мишута, молодец. Сегодня опять давай. Петюлю. Сегодня опять за 4 дня решил. План выполнил. Умничка. Горжусь тобой. Олежка тоже старается. У Олега побольше объем материала, больше. Поэтому у него не получается сразу за 4 дня выполнить план. Но он тоже старается, молодец. Давай, Мишута, расправляй постель, ложись спать. Я хочу, чтобы меня папа накрыл. Папа, иди накрой ребенка, пусть уже укладывается, потому что рано встает же. Девчонки, смотрите новый рецепт скоро на нашем кулинарном канале. Кстати, напишите в комментариях, все ли у нас зрители есть на кулинарном канале. Все ли знают о том, что у нас есть большой кулинарный канал, который уже на грани выживания, из-за которого мы собрались ехать в Россию, но пока еще сидим в Турции, потому что здесь хорошо, в Россию неохота. Вот, девчонки, смотрите, какие блинчики, я просто сама в восторге от этого рецепта. Напишите в комментариях, ждете ли вы рецептик этих блинчиков. Скоро будет на канале. Дырочек, смотрите, сколько. Класс. Ну что, девчонки, а у нас 1:00 ночи, а мы убираем маринад с рыбки. И сейчас его просто переложим в какую-нибудь другую емкость. Все, завтра можно будет уже катать роллы, делать бутербродики. Вот с такой замечательной солененькой рыбкой. Чик. Все, и поднимаем ее отсюда. Опс. Все, она у нас просолилась.
И вот такая вот блестящая, замечательная, красивая, с ароматом цитрусовых рыбка получилась. Все, буду вытаскивать ее отсюда, чтобы она у меня не перележала в соли и не взяла слишком много соли. Вот. Все, посмотрите, как это аппетитно выглядит. Просто восторг, девчонки и мальчишки. Берите себе на вооружение мой рецептик засолки красной рыбки. Я вот так теперь в контейнер, в холодильник. И можно будет бутербродики делать уже. И роллы катать можно уже. Завтра мы с вами этим и займемся. Всё. А этот маринад, смотрите, теоретически можно еще оставить, но я его уже выкину, потому что я до Нового года готовила, когда рецепт в банке сохранила, вот этот конкретно маринад. Больше мы не планируем пока покупать рыбку. А вот эта рыбка у меня, кстати, с Нового года осталась. Я вот такой кусочек солила на Новый год. И покупали мы еще стейки, чтобы на новогодний стол запекать. Вот. Соответственно, получается, вот этот кусочек у меня оставался лишним. Я его заморозила. А сейчас на дворе уже февраль месяц. Вот, прошло больше месяца. Я его опять разморозила, засолила. Вот эта вкусняшка теперь у нас будет в холодильнике храниться пока. Вот, и поскольку я уже, как я уже сказала, мы больше не планируем в ближайшее время покупать красную рыбку, поэтому вот этот маринад я уже выкину. Все. Так, шурпа у меня остыла. Надо бы ее определить тоже в холодильник. Ну и, собственно, все. Будем уже, наверное, потихоньку укладываться. Время у нас 15 минут 2 ночи.